В этом видео я расскажу вам о светодиодном источнике постоянного света с регулируемой цветовой температурой, который является доступным, компактным и мощным. Называется он Godox SL100B и был представлен летом 2021 года. Число 100 говорит о его мощности, измеряемой в ваттах, а аббревиатура B обозначает двухцветный режим. Мне уже давно пора было обновить свой старый студийный свет на современный светодиодный, который буду задействовать не только для записи YouTube-видео, но и во время фотосъемки. Дополнительно расскажу, как с помощью смартфона управлять этим источником освещения. Добрый день! Меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич, я фотохудожник. Нет сомнений, что свет играет одну из важных ролей не только в жизни, но и в фото-видеотворчестве. Потому что именно здесь мы разговариваем языком художественных образов, которые возникают и исчезают под воздействием света и тени. Со светом работать крайне важно. Ведь с помощью него уделяется внимание персонажу и фону, можно передавать настроение, ну и, конечно, он помогает сфокусировать внимание в необходимой точке интереса. Это видео станет частью нового плейлиста на канале, в котором я буду делиться своими знаниями и рассказывать о свете в фотографии. Несмотря на то, что для съемки портрета или похожего видео можно обойтись одним источником света, я купил себе сразу два, так как смогу разнообразить схемы освещения. Но зная свои потребности, скажу, что этого мало. Со временем придется докупить мне еще несколько источников. Скорее всего, они будут отличаться от этих мощностью или типом питания осветителя. Я еще не определился. Для записи этого видео использую свою рабочую камеру Canon EOS R6, о настройках которой делюсь на этом канале, и два осветителя. На одном установлен рефлектор, а на втором Octabox. Обязательно в одном из следующих выпусков расскажу о нем. Давайте посмотрим комплектацию осветителя. Внутри простой коричневой картонной коробки с этикеткой продукта Godox, приклеенной к передней части, находится руководство по эксплуатации и гарантийный талон, светодиодный осветитель совместно с защитным колпаком светодиода, сетевой кабель питания, рефлектор с креплением Bounce. Большинство светодиодных осветителей имеют фиксированную цветовую температуру 5600 кельвинов, сбалансированную по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек. А вот особенностью света SL100B является плавная регулировка цветовой температуры в диапазоне между теплым 2800 кельвинов и холодным белым светом 6500 кельвинов. Очевидно, двухцветный режим является универсальным, позволяет сопоставить температуру с другими источниками света, да и расширить границы творчества. Можно поэкспериментировать, например, работать только с теплым светом или холодным, можно их комбинировать или на натуре соответствовать окружающему освещению и обеспечивать естественное изображение. У этого осветителя есть версия, которая называется Godox SL100D и отличается от рассматриваемой тем, что выдает световой поток постоянной цветовой температуры 5600 кельвинов и поддерживает 8 режимов световых спецэффектов вместо 11. На момент записи этого видео стоимость моего осветителя в России 22 тысячи рублей, а упомянутая версия SL100D около 17 тысяч рублей. Это небольшая переплата как раз именно из-за возможности регулировать цветовую температуру, так как другие параметры у этих осветителей идентичны. Цветопередача является самой важной частью осветительного прибора. Любой профессионал вам скажет, что если ваш свет не выглядит хорошо, то не имеет значения, какая у него яркость. Давайте рассмотрим параметры, которые проверяют, насколько точно источник света способен воспроизводить естественные цвета. Это важно, потому что большинство осветительных приборов не способны воспроизводить полный спектр цвета, поэтому в конечном итоге дают неестественный цвет, чаще со сдвигом в зеленый или пурпурный, а также некачественным оттенком кожи. CRI, индекс качества цветопередачи, был разработан
чтобы предсказать, как цвет воспринимается человеческим глазом. В Godox SL100B индекс равен более 96 единицам из 100. TLCI, индекс совместимости света, предсказывает, как цвет воспринимается сенсором камеры, и в этом осветителе равен более 97 единицам из 100 возможных. Такой высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, поэтому объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно, что важно при использовании двухцветного режима. 100 Вт мощности данного осветительного прибора позволяет использовать его в качестве основного источника света для записи видео на YouTube, для интервью, для художественной замедленной съемки, для создания фотографий, а также в любых других ситуациях, где необходим эффективный обильный свет. Мощность света регулируется от 0 до 100% шагом в 1%. Поэтому с легкостью можно подобрать необходимое количество освещения абсолютно для любой задачи. Не перестаю удивляться небольшим размером этого сильного светодиодного чипа, который, к счастью, имеет дополнительную защиту, поэтому без страха за его сохранность можно подсоединять к осветителю светоформирующие аксессуары. Благодаря универсальному и популярному креплению Bounce, а также встроенному отверстию для зонта, осветитель совместим с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки, не только от Godox, но и других производителей. На корпусе с тыльной стороны расположены вентиляционные отверстия, которые всасывают холодный воздух, а выходит он через вот эти радиаторы. Разумеется, шум присутствует. Также он немного увеличивается, если надеть рефлектор, потому что такая конструкция напоминает мегафон. Когда же вы наденете софтбокс или октобокс, звук немного рассеется, но не пропадет. Мне казалось, что вентилятор будет вращаться со скоростью, которая прямо пропорциональна уровню яркости. Но сравнивая, как мои уши улавливают шум при 20 и 100%, разницы практически не заметил. Он всегда равномерен. Есть вероятность, что со временем шум увеличится, так как неизбежная пыль будет оседать внутри осветителя. Несмотря на столь незначительный вес в 1 кг 600 грамм, корпус выполнен добротно. Ничто не указывает и не является каким-то дешевым, так что к качеству сборки претензий у меня нет. Панель управления состоит из яркого информативного жидкокристаллического дисплея, двух регуляторов, диммера, который отвечает за регулировку яркости, как ранее говорил, с шагом в 1%. С помощью второго изменяется цветовая температура. На всех 4 кнопках есть свое обозначение. Они не сенсорные, поэтому при нажатии на них наблюдается тактильная отдача. Первая отвечает за режим световых эффектов, вторая за групповую настройку, третья за регулировку канала. Совместное нажатие второй и третьей кнопок открывает настройку идентификатора. Четвертая кнопка отвечает за Bluetooth. Все это необходимо, если у вас несколько источников, вам нужно ими дистанционно управлять, связывать между собой, но большинству пользователей это даже не понадобится. Здесь же расположен переключатель включения и выключения питания. Удобная ручка на корпусе значительно упрощает наклон прибора, установленного на стойке со светоформирующими аксессуарами. Пульт дистанционного управления в комплекте отсутствует, поэтому я собирался приобрести его отдельно. Но во время заказа у официального дистрибьютора, где покупал осветители, его не оказалось. Но если воспользоваться, например, AliExpress, глобальной виртуальной площадкой, то найти его можно примерно за $10. Для себя я решил, что смогу обойтись без упомянутого пульта, так как управлять освещением буду с помощью смартфона.
Для этого нужно скачать в App Store или Google Play бесплатное мобильное приложение Godox Lite. Чтобы начать подключение, необходимо активировать Bluetooth на мобильном устройстве и нажать примерно на 3 секунды соответствующую кнопку на осветителе. Зайти в приложение, нажать плюс, задать имя, например, рисующий свет. Затем сохранить, открыть этот источник, добавить осветитель, поставить с левой стороны галочку, подтвердить и начать изменять цветовую температуру, яркость освещения. Так как это приложение универсальное для всех современных осветителей Godox, то в нем доступно чуть больше возможностей, например, световых спецэффектов, чем в рассматриваемой модели. Корректировать настройки света через смартфон очень удобно, связь у него никогда не терялась, выручает, когда прибор установлен высоко на стойке. На канале появится видео, в котором поделюсь советами по выбору студийной стойки и расскажу, что приобрел для себя. В этой модели 11 встроенных цветовых спецэффектов с возможностью изменения яркости. На мой взгляд, это просто приятный бонус. Да, они имитируют различные сцены из жизни. Молнию, вспышку, телевизор, сломанную лампу, свечу, огонь и фейерверк. Но из них мне понравились два эффекта – свеча и огонь. Планирую их задействовать в одном из будущих видео. Если вы нуждаетесь в светодиодном осветителе, который подходит для фото-видеотворчества, у вас есть домашняя студия, а может быть вы YouTube-автор, присмотритесь к доступному, компактному и мощному осветителю Godox SL100B. С удовольствием буду задействовать этот цвет в работе, так что подписывайтесь на канал, чтобы увидеть его в деле. Благодарю вас за внимание и буду ждать обратную связь в комментариях. С вами был Сергей Прохоров-Кунцевич.